Эксперты дали оценку речи Дональда Трампа в Конгрессе. Демократы критикуют президента. Америка разделилась пополам. Нарендра Моди прилетел в Израиль, а Фридрих Мерц в Китай. Зеленский послал Орбана договариваться с Путиным насчет нефтепровода «Дружба». В Турции потерпел крушение F-16 во время учебных маневров. А в Иране армейский вертолет упал на фруктовый рынок. Отца Джареда Кушнера не пустили на встречу с сыном. Маленький нюанс. Папа Джареда – посол США во Франции. Так надежнее. В Ватикане представили портрет папы Льва в мозаике. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Президент США Дональд Трамп выступил с ежегодным посланием Конгрессу в Вашингтоне. Речь продолжалась около часа 47 минут. На 8 минут дольше, чем в прошлом году. И стала самой длинной в истории формата. В зал Конгресса президент вошел под аплодисменты республиканцев. Также они вставали и аплодировали на протяжении почти всей речи. Большинство демократов оставались на своих местах и публично не поддерживали выступления. Члены Конгресса и мои соотечественники-американцы, наша нация вернулась. Она больше, лучше, богаче и сильнее, чем когда-либо прежде. В центре выступления экономика. Трамп снова, как и в прошлом году, заявил, что Америка вступила в золотой век и сообщил о росте доходов и снижении инфляции. Вы еще ничего не видели. Мы будем становиться все лучше и лучше и лучше. Это золотой век Америки. Единственный момент, когда встал весь зал, был связан не с политикой. Трамп представил Олимпийскую сборную США по хоккею, недавно выигравшую золотые медали. Аплодировали представители обеих партий. В своей речи Трамп также затронул решение Верховного суда, который ранее отменил его тарифную политику. Он назвал это решение разочаровывающим и заявил, что администрация намерена использовать другие юридические механизмы. Говоря об Иране, Трамп подчеркнул, что предпочитает дипломатическое решение, но заявил, что не допустит появления у Тегерана ядерного оружия. Наиболее напряженные моменты произошли во время блока, посвященного иммиграции. Несколько демократических законодателей выкрикивали реплики с мест. Конгрессмен от Техаса Эл Грин поднял плакат с надписью «Black people aren't apes» и был выведен из зала сотрудниками службы безопасности, как и в прошлом году. Я пришел на обращение о положении страны, зная, что президент войдет, и ему придется пройти мимо меня, чтобы подняться к трибуне. И я хотел, чтобы он знал. Изображать президента Обаму и первую леди, а также представлять их как членов семейства приматов, это не просто неприемлемо, это отвратительно, и это то, что мы не будем терпеть. По крайней мере, я не буду. Я хотел, чтобы он подошел близко к человеку, который мог бы сказать ему это в лицо. И я это сделал. И судя по выражению его лица, когда он быстро отвернулся, это был момент его уязвимости, потому что его нечасто встречают люди, готовые говорить ему правду в лицо. Параллельно с выступлением президента рядом с Капитолием прошла акция протеста под названием «State of the Swamp», организованная противниками Трампа. В ней приняли участие актеры, активисты и политики. Если говорить прямо, я чувствую себя преданным своей страной. Она не обязана быть идеальной, но она должна вернуться к тем ценностям, которые дали нам нашу силу и человечность. Если вы хотите, чтобы наши лидеры несли ответственность, если вы преданы Конституции и верховенству закона, если вы хотите, чтобы Соединенные Штаты Америки были достойны вашей любви, будьте готовы вместе выйти на улицы, и мы вернем себе нашу страну. После выступления Трампа оценки прозвучали в основном по партийной линии. Демократы заявили, что речь не отражает реального положения дел в стране. Республиканцы, в свою очередь, назвали выступление отчетом о выполненных обещаниях и обозначением приоритетов на будущее. Я считаю, что это была пугающая, разъединяющая речь. Видеть, как он буквально обзывает демократов и насмехается над ними. Но больше того, это был просто набор лжи. Все то же самое, что мы видим от Дональда Трампа снова и снова. Он пытается газлайтить американский народ, делать вид, что с экономикой все хорошо, что все нормально. А как было написано на моем плакате в прошлом году, это ненормально.
Стоимость жизни для обычных американцев почти невыносима. Для его друзей-миллиардеров все иначе. Да, когда вы говорите о фондовом рынке и тому подобном, для них это очень хорошо. Но если говорить о средних обычных американцах, это совсем не их реальность. Безусловно, сегодня был волнующий вечер. У президента Трампа за этот последний год было много впечатляющих достижений. От полного обеспечения безопасности нашей границы до снижения инфляции и смягчения ипотечного кризиса. Это большие победы. И президент Трамп дал нам надежду на еще лучшее будущее. Я надеялся услышать объединяющую речь, в которой президент Трамп затронул бы те проблемы, о которых мои избиратели говорят мне каждый день. Стоимость медицины, стоимость жизни, как сделать нас безопаснее в мире, четкий план по Ирану. И хоть какой-то комментарий по файлам Эпштейна или о том, как в 4-ю годовщину вторжения России в Украину он намерен поддерживать Украину. Он не затронул ничего из этого. То, что он сказал о здравоохранении, было либо неправдой, либо фантазиями. Его комментарии об экономике, унаследованные от предшественника, были вопиюще неточными, а утверждение, что тарифы якобы восстановили американскую промышленность и что за них заплатили иностранные страны, а не американские потребители, тоже совершенно неверны. Его прямое неуважение к Верховному суду прямо перед ними, сразу после решения, признавшего его тарифы незаконными, было тревожным моментом. А его постоянные атаки на демократов сделали эту речь скорее предвыборным митингом и разъединяющим выступлением, чем объединяющей и позитивной речью, которую он мог бы произнести. Ну, я думаю, что президент Трамп прежде всего объяснил, что мы выполнили наши обещания, снизили стоимость жизни, снижаются цены на энергию, обеспечили безопасность границы, арестовываем преступников. Америка снова обрела уважение мира. Но работа еще не завершена. Официальный ответ Демократической партии дала губернатор Вирджинии Эбигейл Спанбергер. Она раскритиковала экономическую и иммиграционную политику администрации и заявила, что, по ее мнению, президент не решает ключевые проблемы страны. Сегодня вечером, когда мы наблюдали, как законодатели нашей страны собрались на совместное заседание Конгресса, мы не услышали правды от нашего президента. Так давайте говорить прямо и честно. Потому что с тех пор, как этот президент вступил в должность в прошлом году, его безрассудная торговая политика заставила американские семьи платить более $1700 с каждой семьи в виде тарифных сборов. Пострадал малый бизнес. Пострадали фермеры. Некоторые потеряли целые рынки. Обычные американцы платят за это цену. И хотя Верховный суд отменил эти тарифы 4 дня назад, ущерб нам, американскому народу, уже нанесен. Сельские медицинские клиники в Вирджинии и по всей стране уже закрываются из-за так называемого «большого прекрасного закона», продвигаемого президентом и республиканцами в Конгрессе. И сегодня вечером президент праздновал этот закон. Тот самый, который угрожает сельским больницам, лишает миллионы американцев медицинской помощи и повышает расходы на энергию и жилье, одновременно сокращая продовольственные программы для голодных детей. Так что я снова спрошу, работает ли президент над тем, чтобы сделать жизнь доступнее для вас и вашей семьи? Мы все знаем, что ответ нет. Политические аналитики отмечают, что выступление было сосредоточено на экономике и иммиграции и содержало немного новых инициатив. При этом сама реакция в Конгрессе вновь продемонстрировала высокий уровень политической поляризации. Большую часть речи зал реагировал по партийной линии, а редкие моменты общего единства были связаны с неполитическими темами. Канцлер Германии Фридрих Мерц прилетел в Пекин. Это его первый визит в Китай на этом посту. В Берлине рассчитывают, что поездка поможет перезапустить отношения между двумя странами на фоне напряженной ситуации в мировой торговле. В столице Китая Мерц встретился с премьером Ли Цзином. Главная тема – экономика и будущее сотрудничества. Немецкий канцлер заявил, что Германия хочет сохранить тесные торговые связи с Китаем, но рассчитывает на честные и понятные правила. В Пекине, в свою очередь, говорят о важности свободной торговли и совместной работы без барьеров. Переговоры прошли с участием делегаций и завершились подписанием документов. Китай старается показать себя надежным партнером для Европы, а Германия ищет баланс между выгодой от торговли и рисками зависимости от поставок. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду, 25 февраля, покинул Нью-Дели и отправился с двухдневным визитом в Израиль. Ожидается, что он встретится со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху. Оба лидера, по данным Министерства иностранных дел Индии, рассмотрят значительный прогресс, достигнутый в рамках стратегического партнерства Индии и Израиля. Нетаньяху накануне заявил, что намерен укрепить отношения с помощью серии решений, направленных на расширение политического, финансового и сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами. Этот визит станет для Моди вторым визитом в Израиль. Предыдущий состоялся в 2017 году
и стал первым в истории визитом премьер-министра Индии в Израиль. Владимир Зеленский продолжил заочный диалог с Виктором Орбаном о судьбе поставок энергоносителей и нефтепровода «Дружба». Во-первых, трубопровод был разрушен Россией. Поэтому если Орбан хочет что-то заблокировать, финансовую поддержку, он может сделать это для России, а не для Украины. Мы не являемся причиной разрушения этого трубопровода. Это не первое уничтожение, и я не уверен, что оно будет последним, совершенным русскими. У нас есть снимки. У нас есть все данные со спутников партнеров. Так что он уничтожал, я имею в виду, Россия уничтожала эти трубопроводы несколько раз. Кстати, не только этот, но и другой. Броды, знаете, этот трубопровод, они тоже его уничтожили. Так что я имею в виду это, что Орбану предстоит поговорить с Путиным. Возможно, о прекращении огня в энергетической сфере или о чем-то подобном. Крайне важно, чтобы мы начали работу над деталями ключевой геополитической гарантии безопасности для Украины и всей Европы, а также определили четкую дату вступления Украины в ЕС. 2027 год очень важен для нас, и я надеюсь, что это осуществимо. Я надеюсь, чтобы Путин не смог блокировать наше членство на десятилетия. В Венгрии, где 12 апреля 2026 года пройдут парламентские выборы, оппозиционная партия ТИСА во главе с Петером Мадяром значительно укрепляет свои позиции в предвыборной гонке. По результатам свежего опроса Института Медиан, проводившегося с 18 по 23 февраля, ТИСА ведет над правящей партией Фидес премьер-министра Виктора Орбана примерно на 20 процентных пунктов среди избирателей, которые уверены, что придут на выборы. В целом, по всей стране партия ТИСА опережает Фидес примерно на 11 пунктов. Это самый крупный разрыв, зарегистрированный накануне выборов, и он отражает растущую поддержку оппозиции. Эксперты отмечают, что результаты могут еще измениться, но сейчас данные опросов показывают серьезное давление на долгосрочную правящую силу Венгрии. Американские аналитики из Института изучения войны считают, российское руководство может искусственно создать радиационный инцидент на украинской земле и потом обвинить в этом Киев. Такая провокация, по их оценке, может стать инструментом давления на Запад, чтобы ослабить поддержку Украины или подорвать ее волю к сопротивлению. Это на фоне распространенных в Москве громких, но неподтвержденных заявлений о якобы подготовке Западом грязной бомбы для Украины. Ни доказательств, ни фактов таких планов нет. И в Киеве, и в Лондоне с Парижем эти обвинения отвергают как ложь. Тем временем трехсторонняя встреча с участием Украины, России и США, как планировалось ранее, в намеченные сроки не состоится. Вместо этого в четверг пройдут двусторонние переговоры украинской и американской сторон, посвященные пакету процветания и вопросам послевоенного восстановления. Рустем Умеров проведет встречу с американскими переговорщиками завтра, встречу с Кушнером, а также он будет там вместе с министром экономики. Сначала двусторонняя встреча с американской стороной. Первый вопрос – пакет процветания. Второй вопрос – они будут готовиться к трехсторонней встрече, в которой будет участвовать Россия, и, по нашему мнению, она состоится в начале марта. Сегодня ночью в Западной Турции, в провинции Балакисир, потерпел крушение военный истребитель F-16, выполнявший плановый учебно-боевой полет. Радиосвязь с самолетом была потеряна вскоре после взлета с 9-й авиабазы, и вскоре спасатели обнаружили на месте обломки машины. Пилот самолета погиб, власти подтвердили его смерть и выразили соболезнования семье. По факту трагедии уже начато официальное расследование. Причины падения выясняются технической комиссией. Движение на близлежащем участке трассы было временно ограничено для работы экстренных служб. В Иране, в провинции Исфахан, 24 февраля армейский вертолет упал на территорию фруктового рынка в городе Дорчих. По данным государственных СМИ, погибли пилот, второй пилот и 2 продавцов. На месте крушения вспыхнул огонь. Экстренные службы быстро взяли ситуацию под контроль и не дали пожару распространиться. Причины аварии пока выясняются. В стране не раз говорили о проблемах с безопасностью полетов и состоянием техники. Во Франции разгорается дипломатический скандал вокруг посла США Чарльза Кушнера, отца Джареда Кушнера, то есть свата Дональда Трампа. Париж запретил ему встречи с представителями правительства после того, как он дважды не пришел в МИД по вызову. Повод – его комментарии о гибели французского ультраправого активиста на прошлой неделе. История вызвала большой резонанс в стране. Американское посольство и Госдеп заявили, что следят за ситуацией и предупредили о росте насилия со стороны радикалов. Это уже не первый конфликт. Прошлым летом Кушнера вызывали из-за его резкой критики французских властей по теме антисемитизма.
Теперь отношения заметно охладели. В Таиланде стартовали крупнейшие военные учения в Юго-Восточной Азии – Кобра Голд. Церемония открытия прошла в провинции Районг. В этом году маневры проходят уже в 45-й раз и собрали больше 8 тысяч военных из 30 стран, включая США, Таиланд и их партнеров по региону. Учения отрабатывают совместные операции сразу в нескольких сферах – на суше, на море, в воздухе и в космосе, а также в киберпространстве. Военные говорят, что такой формат лучше отражает современные угрозы и то, как сегодня выглядят реальные операции. Командующие подчеркнули, что Кобра Голд – это не только тренировка, но и знак поддержки союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Маневры продлятся до 6 марта. Эти учения будут делать акцент на военных возможностях в совместных многодоменных операциях, включающих сушу, море и воздух, а также, что особенно важно, космос и киберпространство, новые и ключевые измерения безопасности 21 века. Они также будут сосредоточены на интеграции знаний и методов подготовки в соответствии с текущей глобальной ситуацией. Учение Кобра Голд демонстрирует нашу приверженность Индо-Тихоокеанскому региону и нашим партнерам и союзникам здесь, с которыми мы работаем не только в рамках Кобра Голд, но и во многих других учениях по всему региону. Наше присутствие здесь можно воспринимать как подтверждение нашей приверженности прочному партнерству, особенно с нашими тайскими союзниками, а также миру и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Южная Корея и США объявили о проведении совместных учений Freedom Shield. Маневры пройдут с 9 по 19 марта и, по словам военных, носят оборонительный характер. В Сеуле и Вашингтоне говорят, что тренировки помогут улучшить взаимодействие армий и подготовку к возможным угрозам со стороны КНДР, включая ядерные. При этом в Пхеньяне такие учения традиционно считают провокацией. Freedom Shield 26 — это ежегодное учение оборонительного характера. Включая реалистичные угрозы и уроки, извлеченные из недавних конфликтов в сложной обстановке безопасности, они послужат возможностью еще больше укрепить нашу готовность и возможности по объединению совместных операций во всех средах. Эти учения также станут возможностью поддержать текущую подготовку к передаче оперативного управления в военное время на условиях, основанных на выполнении критериев в соответствии с соглашениями Альянса. В частности, учения будут сосредоточены на сдерживании оружия массового уничтожения Северной Кореи, включая ядерное оружие. В Лондоне поздно вечером бывший британский посол в США Питер Мандельсон вернулся домой после освобождения под залог. Камеры сняли, как он приезжает на такси и заходит в дом. Накануне полиция задержала 72-летнего дипломата по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Поводом стали новые данные о его связях с Джеффри Эпштейном. Еще в сентябре Мандельсона сняли с одной из самых престижных должностей в британской дипломатии, после того, как масштаб этих контактов стал публичным. В этом месяце полиция начала уголовное расследование. Правительство передало следствию переписку между бывшим послом и Эпштейном. Сейчас Мандельсон находится на свободе под залог. Его условия официально не раскрываются. Следствие продолжается. Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в ближайшие 5 лет страна будет заниматься укреплением и развитием экономики. Об этом сообщило государственное телевидение КНДР. В Пхеньяне продолжается 9-й съезд Трудовой партии Кореи, где определяется курс страны на следующую пятилетку. Участники съезда обсуждают планы по всем основным направлениям – от армии и внешней политики до промышленности и сельского хозяйства. Выступая на пленарном заседании, Ким Чен Ын назвал предстоящие годы этапом полномасштабного прогресса и призвал менять подходы к мышлению, технологиям и культуре, чтобы новые проекты работали не на бумаге, а в реальности. Сообщили и о кадровых перестановках. Сестра Кима, Ким Йо Джон, получила повышение и стала директором одного из партийных департаментов. Раньше она занимала должность заместителя руководителя. Премьер-министр Австралии Энтони Албанис заявил, что поддержит исключение Эндрю Маунтбеттен-Виндзора из линии наследования британского престола. Об этом говорится в письме, направленном премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. В документе Албанис отмечает, что в свете недавних событий его правительство готово согласиться с любым предложением об изменении порядка наследования и исключении младшего брата короля Чарльза из очереди на престол. Король Чарльз является главой государства не только в Великобритании, но и в Австралии, а также еще в 13 странах Содружества. Поэтому любые изменения в линии наследования требуют согласия всех этих государств. Последний раз правила наследования пересматривались в 2013 году, когда был принят закон, отменивший приоритет наследников мужского пола, существовавший более 300 лет. За стенами Ватикана уже больше 400 лет работает небольшая мастерская. Здесь сохраняют мозаики собора Святого Петра и создают новые работы, рассчитанные на века. В Ватиканской мозаичной студии трудятся 12 мастеров. Они собирают изображения из тысяч крошечных цветных плиток. На одну работу уходят месяцы.
Здесь делают и религиозные образы, и виды Рима. Одна из последних работ – портрет Папы Льва высотой около 1,5 метров. Его установили в базилике Святого Павла за городскими стенами. Мозаику создавали почти 5 месяцев, и в ней около 16 тысяч плиток. Чтобы точно передать оттенки, художники используют большой архив – около 27 тысяч видов плиток, разложенных по тысячам ящиков. Многие из них сегодня уже не производят. В студии говорят, мозаиками это не как фото или картинки, которые можно сделать за секунды. Такие работы создаются долго, зато они остаются на сотни лет. Здесь делают и небольшие мозаики. Их папы дарят мировым лидерам во время визитов. В общей сложности мы работали около 150 дней, чтобы завершить эту работу. И у нас была возможность, прекрасная возможность, представить мозаику Папе Льву перед ее установкой в базилике Святого Павла. Так что мы смогли показать ему мозаику, и у нас сложилось впечатление, что он был очень доволен результатом. В начале XIX века базилика Святого Павла была почти полностью уничтожена большим пожаром. Поэтому после пожара Папа, Пий IX решил создать все портреты пап, выполненные в технике мозаики. В Южном Тайване береговая охрана спасает стаю карликовых касаток, выброшенных на берег в уезде Пиндун. На пляже нашли 11 животных. 4 спасти не удалось. За жизнь остальных 7 сейчас борются спасатели. Сотрудники поливают китов морской водой, выкапывают в песке поддерживающие ямы и переносят их на носилках ближе к воде. По словам представителей береговой охраны, район временно закрыли для судов и зевак, чтобы никто не навредил животным. Спасатели работают вместе с ветеринарами и следят за состоянием касаток. Если все пойдет по плану, выживших вернут в море в ближайшее время.